Мы начинаем видеомост Москва-Баку-Вашингтон на тему «Россия, Азербайджан, США в контексте многовекторной политики». Сегодня в преддверии 20-й годовщины независимости Азербайджана, которая будет отмечаться завтра, 18 октября, мы будем говорить о переплетении интересов различных государств в регионе Южного Кавказа, о существующих проблемах и путях их решения. И я с удовольствием представляю гостей, участников сегодняшней дискуссии. Здесь, в студии РИА Новости, рядом со мной находится генеральный директор Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев и главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов. А сейчас я хотела бы передать слово в Вашингтон. Самир, пожалуйста, представь твоего гостя. Доброе утро, Баку, Вашингтон. Рядом со мной американский эксперт Пол Гобл. Спасибо большое, Самир. Итак, передаю слово в Баку. Я знаю, что у нас там два эксперта. Одним из которых мы уже успели пообщаться, это проректор дипломатической академии Азербайджана Фарис Исмаил-Заде. Фарис, будьте любезны, представьте, пожалуйста, гостя, который рядом с вами в студии в Баку. Пожалуйста. Доброе утро, Вашингтон, добрый вечер, Москва. С удовольствием представлю Джейгура Карамова. Сейчас он председатель Ассоциации американских выпускников. Он научился по программе «Методы маски» в Соединенных Штатах. Сейчас он председатель Ассоциации выпускников азербайджанских американских вузов. Спасибо большое, Баку. Начать нашу сегодняшнюю дискуссию мы хотели бы с Вашингтона. Я знаю, что за последний месяц в Вашингтоне прошло несколько конференций, посвященных проблемам Южного Кавказа, поэтому я хотела бы попросить моего коллегу, руководителя представительства РИА Новости в Вашингтоне, Самира Шахбаза, вбросить в нашу дискуссию несколько тезисов, которые звучали на этих конференциях. Ну и, собственно, логично будет, чтобы американский эксперт начал наш сегодняшний разговор. Пожалуйста, Самир, слово тебе. Последние 3 месяца были очень щедры на конференции по Южному Кавказу. Например, Центр по стратегическим и международным исследованиям проводил конференцию «20 лет независимости Южного Кавказа». И, на мое удивление, очень много было, привлекло внимание многих экспертов и журналистов. Была интересная очень конференция по Нагорно-Карабаху в университете Джорджа Мейсона. Буквально в пятницу, в субботу вообще-то на прошлой неделе. Это был уикенд, и люди, более 40 участников было. Не только азербайджанцы, но и армянские эксперты, но были американские эксперты. И у нас был, так сказать, вот сейчас наш видеомост, потом после этого еще один видеомост, и потом через несколько часов еще одна будет встреча, которую организует Организация азербайджанской молодежи в Америке. И опять же мы ожидаем, что придет много людей. Поэтому первый мой вопрос Полу Гоблу. Что означает Южный Кавказ для Америки? Для многих журналистов, для меня, для Соединенных Штатов и Южный Кавказ, и Азербайджан не самый главный, не первый вопрос. Правильно ли относиться как к второстепенному региону? Несколько комментариев. Во-первых, важно понять, что потому что у нас столько было встреч по Южному Кавказу происходит, это не значит, это уникально. Если посмотрите любой месяц за последние 2 года, огромное количество конференций. Нет такого региона в Евразии, который привлек столько внимания в Вашингтоне в последнее время. И есть много причин тому, конечно. Первая, одна из них — это нефть. Вторая — это география, географическое положение этого региона. Он, на самом деле, затрагивает много вопросов, затрагивающих в Соединенных Штатах вопросы Ирана, Афганистана и так далее. И возможность
насильственных действий по поводу Нагорного Карабаха и стремление избежать этого, и также стремление укрепить те институциональные механизмы, которые возникли последние 20 лет. Все эти вещи являются причиной, почему участвуют Соединенные Штаты. И кроме того, я хочу подчеркнуть, есть большее ощущение, более сильное ощущение в Соединенных Штатах, что может быть достигнут прогресс в Южном Кавказе, и есть другие регионы в Евразии, где нет такого ощущения, где есть возможность постепенного прогресса, вот, который обещает большую стабильность без каких-либо, так сказать, насильственных действий. Оксана? Спасибо большое, Вашингтон. И, наверное, будет логичным и правильным, чтобы продолжили нашу дискуссию эксперты в Баку. Ведь собрались мы сегодня по случаю 20-летия независимости Азербайджана. И я обращаюсь в Баку вот с каким вопросом. Как трансформировались интересы Азербайджана за прошедшие 20 лет и какие вопросы внешнеполитической повестки дня применительно к региону Южного Кавказа являются сегодня наиболее приоритетными именно для Азербайджана? Пожалуйста, Баку, вам слово. Как вы правильно сказали, Азербайджан завтра празднует 20 лет восстановления своей независимости завтра. И за эти годы Азербайджан достиг большого прогресса в экономическом, социальном развитии, и есть достижения большие во внешней политике. Во многом это, конечно, связано с энергетическими контрактами, с развитием экономики, ее диверсификацией и, как результат, увеличения жизненного уровня населения. И мы эту веху празднуем 20 лет независимости Азербайджана в очень позитивном ключе. Если сейчас приедете в Баку, вы увидите много чего происходит. Развивается инфраструктура. Люди живут намного лучше, чем в начале 90-х годов. Что касается целей внешней политики и приоритетов на Южном Кавказе, остаются прежними, как и 20 лет назад. Это укрепление, сохранение нашей независимости, восстановление территориальной целостности нашей, обеспечение того, чтобы оккупированные территории Азербайджана были бы освобождены, и беженцы, и те, кто был переселен, вернулись домой. Обеспечение того, чтобы не было больше войн и конфликтов, чтобы Азербайджан и Южный Кавказ были стабильным регионом, чтобы обеспечение устойчивого развития, экономического развития, не только полагаться на нефтегазовые проекты, но обеспечить того, чтобы развивались и другие сектора экономики быстро, и чтобы люди и дальше повышали жизненный уровень. Вот то, что сегодня в умах лиц, принимающих решения, политиков и населения Азербайджана. Спасибо большое, Баку. Ну и, собственно, следующий вопрос я хотела бы адресовать экспертам в студии в Москве. Южный Кавказ является регионом, который Москва рассматривает как сферу своих жизненно важных интересов. Претензии Москвы на эксклюзивный статус отвергаются Соединенными Штатами и их европейскими союзниками по НАТО. Но в России, в отличие от США, как и стран Европейского Союза или НАТО, Россия находится не за 1000 километров от Южного Кавказа, и все, что происходит в этом регионе, напрямую затрагивает интересы безопасности России. Какой должна быть политика России на Южном Кавказе, с вашей точки зрения, господин Михеев? Нажмите, пожалуйста, на кнопку. Я не готов за политику Российской Федерации отвечать. И тем более указывать, какой она должна быть. Наверное, какая есть, такая и должна быть. Но то, что Южный Кавказ действительно для нас является важным регионом, это совершенно очевидно. Собственно, это наша южная граница. Поэтому стабильность или нестабильность на этой южной границе для нас гораздо важнее и чувствительнее, чем, скажем, для американцев, которые рассматривают этот регион исключительно, как сказал американский коллега, с точки зрения нефти, с точки зрения Ирана, то есть с точки зрения такой, так сказать, далеко удаленной компьютерной игры, где можно нажимать на разные клавиши, и, в принципе, что бы там ни произошло, в любом случае американцам от этого ни холодно, ни жарко не станет, да? Для нас эта ситуация гораздо более жесткая. Мы понимаем, что чем менее стабилен Южный Кавказ, тем больше у нас проблем на Северном Кавказе, тем больше у нас проблем в зоне Каспийского региона. Поэтому, естественно, мы к этому вопросу относимся более внимательно. Поэтому, в том числе, любые процессы нестабильности, да, которые связаны с нестабильностью, нас крайне заботят. Ну, кстати говоря, заботят нас и усилия американцев, потому что, к сожалению, признавая, так сказать,
действительно их заинтересованность. К сожалению, нельзя не констатировать, что часто там, где появляются американцы, там появляется нестабильность. И это очень часто, так сказать, происходит в связи с их пониманием прогресса. Они считают, что прогресс должен везде продвигаться, но вот как он должен продвигаться, что такое прогресс, у них очень специфическое мнение по этому поводу. Мы с ним не всегда согласны. Что же касается, например, зоны Каспия, я абсолютно уверен, что Каспийский регион должен быть приоритетом политики, в первую очередь, для прикаспийской пятерки, а именно Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран. И то, что происходит в акватории Каспийского моря, это в политическом плане, в первую очередь, приоритет вот этих 5 столиц. Хотя совершенно очевидно, что любая из стран пятерки абсолютно свободна в выборе экономических партнеров. Однако, если мы говорим о проблемах безопасности и о проблемах политического сотрудничества, я абсолютно уверен, что в первую очередь прикаспийская пятерка должна определять повестку дня в зоне Каспия. Ну а так, что можно только поздравить азербайджанских друзей, так сказать, с наступающим праздником, пожелать всего самого лучшего, развития их в стране, процветания. Я передаю слово Вашингтон. Самир, слово передаю тебе для комментариев, вопросов, тезисов. Пожалуйста. Большое спасибо. Оксана, как я сказал, особенно в России, люди думают, что Южный Кавказ – это не главная проблема в отношениях между Соединенными Штатами и Россией. И это мы должны этим заниматься. У нас есть другие вопросы, например, Арктика. Что вы думаете об этом? Я думаю, что отношения между США и Российской Федерацией, они включают целый ряд проблем. И их к одному вопросу их свести, это неправильно. Я думаю, лучше так сформулировать проблему. Как великие державы, Российская Федерация и США имеют интересы в целом ряде регионов. Вопросы, у которых имеют исключительные интересы в том или ином регионе или перекрестные интересы, там, где они пересекаются совершенно четко в Южном Кавказе, это требует очень осторожной дипломатии и мышления. И если мы хотим исключительно российскую зону в Южном Кавказе, исключительно американскую зону интересов в Южном Кавказе, не только обычно не иначе, но они могут вызвать конфликты, которые могут и в другие аспекты отношений перекинуться. И американцы признают, что Россия имеет там интересы. И я думаю, важно, что Москва признавала, что это регион, где у американцев есть интересы. И эти интересы шире экономических, они шире, чем нефть. Одна из... мы забываем, празднуя годовщину, как много чего не изменило. Никто географию эту часто не изменил, география не изменила. Но, так сказать, страны изменили, но расположение населения, расположение ресурсов, море, морские границы, они так быстро не меняются. И поэтому есть определенные сложности, связанные с историей, и можно ожидать. Вопрос в том, как эти интересы нужно сочетать, как нужно их признавать взаимно, вместо того, чтобы одна сторона или другая стремилась к исключительности интересов. В этом проблема была в последние 20 лет, нежели идея, что в Вашингтоне или у Москвы какие-то интересы в Южном Кавказе.